Кто начнет охоту на тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ребятушки, что же так кому-то из вас хреновенько? Смотрите, может проиграться, что вы сейчас находитесь действительно не в самом своем лучшем, не в самом ресурсном своем состоянии. У кого-то проиграется, может быть, вы даже приболели. У кого-то финансовые переживания, потому что вот накрывает именно переживания из-за количества финансов. Может быть, вы остались без работы, может быть, урезали зарплату, да? Кстати, по поводу «может быть». Кто-то мне из вас писал, что, вот я говорю фразу «может быть», да? Я просто, поскольку это общий расклад, если вы не понимаете, да, я поясняю для особо непонятливых. Поскольку это общий расклад, я вам просто трактую карту с разных сторон. Это может быть вот одна карта, это может быть и болезнь, и безденежье, и депрессия, все что угодно может быть. То есть миллион значений у одной карты. Кто-то может за женщиной страдать, переживать, да? То есть это не самое лучшее ваше состояние. Поэтому прежде чем писать такие комментарии, вроде так, с сарказмом, да, 150 раз подумайте, почему так тарологи, причем это не только я говорю, что может быть, я просто вам поясняю, какая может быть ситуация. Если вам не подходит этот расклад, пожалуйста, пролистывайте, я не обижусь, честная пионерская. А кто меня любит, погнали дальше. То есть, смотрите, сейчас может проиграться у кого-то из вас даже черная полоса, либо же вы вот недавно из нее только выходите, выкарабкиваетесь потихонечку, полигонечку. Вы пытаетесь, знаете, вот как будто сами себя за шкирку вытащить из этого состояния. Здесь может быть и потеря близкого человека, здесь могут быть переживания о том, что, может быть, ваш близкий человечек болеет и уже, ну, как говорится, человеку мало осталось. Тоже может это проиграться. Военных людей, опять же, мне показано, да, что с военными моими ребятами, давайте посмотрим, мои ребятушки. Да, будет тяжелый период, но у вас все получится. Постоянно из расклада в расклад, ребят, у вас все получится. Да, будет горячо, будет напряжно, но вы на высоте. Вы знаете, что вы делаете, и все хорошо. Так, далее. Вы человек, который не мыслит себя без действия, без движения. Вы подвижный, вы активный, вы, ну, такой живчик, может быть, даже не по годам живчик, как будто у вас где-то там батареечки стоят. Всегда будете отстаивать правду матку. Вот будете бороться и отстаивать. Неважно, перед вами начальник, либо еще кто-то. Вот вы пытаетесь идти до конца и доказывать свою правоту. Но это даже какой-то немножко момент упертости может проиграться, да? И вот я вам скажу так. Почему-то мне показывает, что вы не очень любите вспоминать свои прежние годы, может быть, прежние моменты, особенно какой-то вот период. Что за период? Ну, теперь мне понятно. Смотрите, мне показано, что вы не хотите вспоминать те времена, когда вы были счастливы, когда вы были вдвоем. Потому что у вас болит. У вас еще болит душа, когда вы вспоминаете. И даже те, которые, может быть, уже давненько разошлись, вы прекрасно знаете, что когда вы начинаете вспоминать, думать, начинает вот, ну, как будто сердце щемить, да, вот душа болит, а сердце плачет. Все равно есть какой-то осадочек. Поэтому вы стараетесь отгонять от себя эти все мысли о прошлом, стараетесь как-то вот скорее даже на работу переключаться, да, хотя бы о чем-то думать, только бы не о прежней женщине. Вообще у вас много претензий к своему прошлому, много вопросов к людям из прошлого, да.
Есть какие-то невыясненные ситуации, которые вас триггерят и до сих пор заставляют, может быть, нервничать, даже, может быть, агрессировать как-то, да, вот по отношению к каким-то людям, каким-то моментам. То есть прошлое у вас вызывает обиду, напряг. Я не говорю, что прям все прошлое, да, но вот есть какие-то моменты, особенно вот я бы с женщиной проблему выделила, вот очень вас так нервирует. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, вот вас действительно, как я сказала, ну чуть ли не в дрожь бросает, да, вот какие-то такие не очень хорошие ощущения, когда вы думаете о прошлом. Не обязательно только о прежних отношениях, да, потому что, ну, были какие-то моменты у каждого свои, которые вам, может быть, хочется забыть, как кошмарный сон. Что-то, что еще не отболело. Может быть, какие-то ситуации, каких-то людей. Вот напишите, были у вас такие моменты или же нет. Либо же вас абсолютно не беспокоит, вы спокойно можете думать, вспоминать, там, мечтать и так далее. Вы человек, который, в общем-то, руками много чего может сделать, да, не обязательно, что у вас рабочая профессия, вы сами, ну, такой, либо же вы самоучка, да, научились много чего там ремонтировать, допустим, ремонты делать, еще что-то, то есть вы не пропадете, вы такой рукастый человечек. Есть, может быть, даже у кого-то проиграется некая такая безбашенность. Особенно в отношении женщин, да, вот когда вы влюбляетесь в жизни, да, вообще я имею в виду, но здесь у вас начинает сносить крышу по полной программе. Те самые розовые очки, те самые, может быть, необдуманные поступки. Ну, то есть это почему-то мне напоминает, вот как, знаете, павлин распускает хвост перед своей самочкой, да, вот, которая нравится. И хочется вот себя показать, как-то вот немножко выпендриться, да, ну, по-хорошему выпендриться. Поэтому здесь тоже есть такая черта, когда вы влюблялись, ну, вы себя, конечно, показываете во всей красе. Вы не настроены, ну, в большинстве своем, понятно, что это общий расклад, но вы не настроены на романы. Вам скорее по сердцу женщина, которая станет вам в будущем, допустим, там, либо же будут серьезные отношения, либо же у кого-то брак будет, да, то есть для вас важна вот как императрица, вы ищете свою императрицу. Давайте посмотрим. Ну, кто-то еще мечтает все-таки, посмотрите, мне показано, что все-таки вы мечтаете, думаете о своей прежней императрице. Это очень часто у нас показывает сигнификации. Ну, в принципе, это нормальное явление, потому что это общий расклад. Но в большинстве своем вы, как я вот сказала, негативно настроены и по отношению к своей прежней женщине, и вообще как-то не особо хотите ее вспоминать. Но есть те, которые хотят, конечно же, ее вернуть, потому что невозможно забыть ее. Ну, давайте-ка смотреть, кто же начнет на вас охоту, да? Давайте-ка разбираться, кто будет охотиться за вами. Это женщина, которая моложе вас, одинокая, очень активная. Вы с ней, вот выпадаете даже в одинаковых энергиях. Можете быть одинакового знака зодиака. Вы настолько вот как-то будете ей симпатичны, что она поначалу будет думать, как же вас охмурить. Но это будет какой-то период, да, когда, знаете как, вот она будет в ступоре. Это может быть вплоть до того, проиграется, что любовь с первого взгляда. Вот она увидит вас, и все, у нее башню снесет. Она будет думать, она будет не спать ночами, да, как же с вами познакомиться, как с вами сблизиться, да. И здесь будет очень такой продуманный захват вас. Это будет такой, знаете, очень осторожный захват. Ну, я по-другому не могу сказать, потому что действительно здесь как будто охота. Она как будто придумает вот какой-то план. Очень будет правдоподобно. Это будет, знаете,
ну, какая-то такая ситуация, которая будет, вам, по крайней мере, покажется, что, ну, вот где-то там встретились, вы с ней пересеклись, да, ну, обычное знакомство, может быть, да, либо же там в очереди за хлебушком рядышком стоите, да. Но, к примеру, если это будет очередь, да, я утрирую немножко, но чтобы вам было понятно, если это будет очередь, то она, допустим, где-то там выследит вас, да, и станет за вами в очередь. Тоже за хлебушком. Ну, то есть я вам такая на пальцах рассказала уже, чтобы было понятно, что это за ситуация. Какой-то период она не будет сильно активничать. Вот вы познакомитесь с ней поближе, как бы, да, ну, к примеру, в очереди. Но она не покажет никаких своих чувств. Она будет с вами вот общаться, да, о том, о сём и ни о чем. Потому что будет бояться вас спугнуть. Но что самое интересное, через какое-то время вы заметите сами эту женщину, ну, отметите ее, вернее, как женщину, да. Вот она вам покажется, а действительно, она-то хороша, а она-то хороша. Но поскольку вы у меня ребята, которые, ну, любят посомневаться, да, опять же, это привет из прошлого, из своего болезненного такого прошлого, то вы будете немножко в таких вот сомневательных энергиях, но она дремлить не будет. Это поначалу она будет с вами так, как подружечка, да, такая привет, пока, как дела, вот в таком плане. А потом она начнет все чаще и чаще либо же звонить, да, либо же как-то вот состыковаться с вами. Вот она начнет, может быть, я не знаю, правильно ли это будет сказать, но не то чтобы преследовать вас, но она может даже со временем надоедать вам. Вы это заметите, вы поймете, что здесь есть какие-то, может быть, даже почувствуете, что есть какие-то женские манипуляции ее в этом вашем таком общении. Давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что вроде бы она вам и понравится внешне. Ой, кто-то ко мне спешит. Она вроде бы и внешне понравится, но вот своей такой навязчивостью, назойливостью она может вас оттолкнуть. Потому что вам это уже будет не очень-то нравиться, да, потому что, ну, когда перебор, это тоже не очень хорошо. Она будет готова отстаивать вообще, бороться за вас до конца. Смотрите, здесь может дойти до того, что если она чересчур будет бегать за вами, у каждого по-своему, да, я не привязываюсь, опять же, названивать, написывать, караулить там под домом где-то. Но здесь, скорее всего, вы поставите точку вообще в этом общении. Хотя перспектива у вас могла быть неплохая. Но скажу так, поскольку это общий расклад, у кого проиграется, что она будет, ну, вроде как проявлять активность, но это не будет, ну, так, патологически прям часто, ну, терпимо, скажем, да, это вся беготня, то здесь, в общем-то, будет шанс, опять же, у нас карта брака выпадает. У нас, заметили, почти каждый расклад выпадает карта брака. То есть это о чем говорит? Что вы можете быть в браке, ну, как минимум в гражданском. Поэтому смотрите, опять же, это будет касаться и вашего терпения, и вашего состояния на тот момент, когда появится эта женщина, да. Если вы согласитесь, да, вот с ней общаться, можете дойти до брака. Кому же покажется очень она навязчивая, да, даже в свою очередь, да, вы, может быть, будете пытаться от нее отдаляться. Вот те, у кого она будет бегать за вами, вы попытаетесь под разными предлогами от нее как-то увиливать. Сначала это будет по-хорошему, да, а потом уже, если она вам надоест, вы, ну, просто рубанете, да, поскольку у нас башня выпала. Вы можете ее деликатно, может быть, не очень деликатно просто отшить. Потому что будет, ну, уже не тот комфорт, не то даже общение, когда, ну, прохода не дают. Вы это прекрасно знаете. Поэтому, мои хорошие, я вам скажу так. Давайте, вот почему-то мне хочется еще какие-то опознавательные знаки
Да, будет тяжело. Вот если она начнет очень, очень прям так назойливо за вами бегать, точно кто-то из вас поставит точку даже в общении, даже по-дружески вы не будете общаться. Если же у кого-то проиграется что, ну, для вас покажется это терпимо, да, все люди разные. Пожалуйста, вы можете дойти до брака. Отношения будут, я не скажу, что будут гладкие прям с ней отношения, потому что она такая, знаете, я не могу прям назвать ее специфической, но порой будет непросто с ней. Порой будете, ну, немножко так спорить, могут быть немножко стычки такие, да, вот такая вот своего рода притирка. Но это будет не сразу, не пугайтесь, ребята, но до брака вы можете дойти. Но я не говорю, что это будет такая прям няшечка, сюси-пуси и все так идеально. Нет, она далеко не такая простая, как вам кажется. Так, что еще? Вот давайте... Почему-то мне хочется еще уточнить, чтобы вам было проще. Почему она так вообще бегает, вернее, будет бегать? Вот почему? Помимо того, что вы ей понравитесь. Смотрите, мне показывает, что у нее такой психотип. Это идет еще, может быть, с ее детства, с ее молодости, может быть, даже с воспитания. У нее такой психотип женщины, которая, ну, она не брезгует ничем. Вот она может унизиться, если это надо. Она может, ну, бегать за мужчиной до последнего, пока ее не пошлют, грубо говоря. Понимаете? Это идет с детства. Здесь, скорее всего, была проблема, ну, либо же с родителями, с матерью, может быть, проблема. Потому что эта женщина сейчас, да, это женщина на расстоянии, которая ее воспитала. Мать у нее жива. Ну, я просто так немножко вам предысторию рассказываю, если это интересно. Почему-то вот мне захотелось посмотреть, откуда ноги растут, да, почему вот она, если ей нравится мужчина, почему она так бегает прям, да, вот откуда это идет. Мать у нее жива, с матерью они на расстоянии, но здесь такие, скорее, холодноватые отношения. Поэтому она и выросла такой, что вот ей нужно заслужить любовь, ей нужно бегать за кем-то, ей нужно добиваться, да, но в данном случае это будете вы. Это не очень хорошо на самом деле, и, в общем-то, конечно, я не могу сказать, что 100% она в этом виновата, это идет с детства. Как правило, такие девочки, вот, которые с детства пытаются заслужить либо внимание родителей, да, как правило, вырастают в женщин, которые бегают за мужчинами, которые могут иметь психологию жертвы, которые унижаются, да, пытаются заслужить, вот только полюби меня, да, вот я такая сякая, я такая классная, вот обрати на меня внимание, вот давай будем вместе. Ну, понимаете, о чем я говорю? Поэтому, в общем-то, здесь такая тяжеловатая история, откуда ноги растут, но тем не менее. Поскольку это общий расклад, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что вы у меня, ребята, ну, каждый личность, да, каждый такой, какой он есть, да. Поэтому захотите терпеть такую навязчивость, но будет вам счастье, потерпите, да, потому что как человек она неплохая. Она умеет любить, она умеет быть и нежной, и заботливой, но только вот ее такая, наверное, навязчивость, ну, это ее бич с детства. Ну, а кто не стерпит вот такой вот назойливости, ну, как говорится, отворот-поворот вы тоже всегда сможете дать. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!